На протяжении 7 долгих ночей под самыми окнами дома раздавался протяжный вой, в котором старый охотник, повидавший на своем веку немало, не слышал ни капли привычного торжества хищника или территориальной ярости, а лишь бесконечную, почти человеческую печаль, заставлявшую его сердце сжиматься от необъяснимого предчувствия. Черный, как смоль, волк с характерной белой отметиной на груди, напоминающий рваный шрам, каждое полнолуние выходил из лесной тени, бесстрашно ложился в придорожную пыль у ворот и неотрывно смотрел на освещенные окна, словно пытаясь передать старику какую-то важную, мучительную тайну через разделяющее их стекло. Местные фермеры, заезжавшие к Томасу за солью и новостями, лишь недоуменно качали головами и настойчиво советовали покончить с дерзким гостем, пока тот не перерезал всех овец. Но старик чувствовал, что этот зверь пришел к нему вовсе не за легкой добычей. На 8-е утро, когда густой предрассветный туман окутал сад, Томас, не выдержав давящего молчания, просто открыл калитку и, отложив в сторону карабин, сделал шаг навстречу хищнику, который тут же поднялся на лапы и медленно двинулся вглубь леса, то и дело оборачиваясь, чтобы убедиться, что человек все еще следует за ним. «Куда же ты меня тащишь, лесной бродяга?» — тихо шептал старик, продираясь сквозь колючие заросли малинника и чувствуя, как старые шрамы на сердце начинают ныть с новой силой. Они вышли к заброшенному урочищу на самом краю леса, где поваленный грозой вековой дуб перекрывал вход в глубокую, заваленную буреломом расщелину, и именно там волк остановился, издав короткий, почти призывный рык. Зверь начал яростно, до летящих в разные стороны комьев жирной земли и старой хвои, рыть почву под корнями дерева, пока на свет не показался край плотного, некогда яркого, а теперь потемневшего от времени розового брезента. Когда Томас, едва дыша от захлестнувших его воспоминаний, дрожащими руками извлек из сырой земли маленький детский рюкзачок с покрытым ржавчиной брелоком в виде сердечка, мир вокруг него словно перестал существовать, а ноги сами подкосились, заставляя упасть на колени прямо в холодную грязь. Это была вещь его дочери, бесследно исчезнувшей 20 лет назад в этих самых краях. И теперь, глядя на этот обрывок прошлого, старик понял, что дикий зверь, возможно, потомок тех волков, что были невольными свидетелями трагедии, решил спустя десятилетия вернуть ему право на правду и долгожданное прощание. Слезы, которых Томас не знал долгие годы, наконец хлынули из его глаз, омывая найденную святыню, в то время как черный волк тихо исчез в лесной чаще, оставив человека наедине с его горем и долгожданным миром, который наконец-то пришел на смену многолетней безвестности. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.